Возвращение Де Геа в АПЛ. Реал Мадрид присматривается к Холланду. Воссоединение Луиса Суареса и Месси. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Луис Суарес поделился мыслями о своем будущем. 31 декабря у футболиста заканчивается контракт с Гремио. Я чувствую боль, мое тело говорит за меня. Я хочу получить удовольствие, а затем решить для себя после долгой карьеры. Мне нужно отдохнуть, насладиться временем с семьей, а потом судьба подскажет, где я буду в будущем. Приводит слова Суареса Фабрицио Романо. Также Романо сообщает о том, что Луис близок к переходу в Интер Майами на правах свободного агента. По его информации, уругвайский форвард и его представители занимаются согласованием деталей контракта с клубом из МЛС. Официальное заявление Интер Майами может быть опубликовано уже на этой неделе. Сообщается, что стороны подпишут соглашение с сроком на 1 год с опцией продления еще на сезон. На данный момент лондонский Челси не ведет никаких переговоров о подписании Хвичи Кварацхелии или другого левого вингера, сообщает Фабрицио Романо. По данным журналиста, причиной тому является то, что руководство лондонского клуба продолжает доверять Михаилу Мудрику. В клубе верят, что украинец станет важной частью проекта и в будущем станет выступать на самом высоком уровне. Голкипер каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген выбыл из строя до конца календарного года. По информации от инсайдера Хави Мигеля, немецкий вратарь больше не сыграет в 2023 году из-за проблем со спиной. Ранее сообщалось, что тер Штегену проведут операцию. Восстановление игрока займет некоторое время, поэтому он не успеет вернуться на поле в этом году. О сделке по приобретению 25% акций Манчестер Юнайтед миллиардером и одним из самых богатых людей Великобритании Джимом Рэдклиффом будет официально объявлено в начале следующей недели. Об этом сообщает журналист Марк Кляйнман в соцсети Twitter. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что покупка обойдется Рэдклиффу в 1,3 миллиарда фунтов. Также сообщалось, что владелец Айнеос планирует обращаться к бывшему наставнику клуба, сэру Алексу Фергюсону, за помощью по многим вопросам. Среди кандидатов на должность спортивного директора рассматриваются Ликан Гиртон из Аталанты, Пауло Мальдини, Рики Массара и Андреа Берта из Атлетико Мадрид. Реал Мадрид проявляет интерес к Эрлингу Холланду, в чьем контракте с горожанами содержится пункт о выкупе. Об этом сообщает издание Релево. По сведениям источника, главной трансферной целью сливочных на 2024 год является Кильян Мбаппе. Однако мадридцы внимательно следят и за Эрлингом Холландом. Отмечается, что окружение игрока знает об интересе Реала и понимает, что испанский клуб может активировать опцию выкупа, которая прописана в контракте игрока с Манчестер Сити. Кроме того, сам Холланд заявил близким людям, что мечтает однажды сыграть за Реал. Бывший вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Геа может заменить в Ньюкасле травмированного голкипера Ника Поупа, который может пропустить до 5 месяцев из-за повреждения плеча. Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, Де Геа один из потенциальных вариантов, который рассматривает Ньюкасл. Переход испанца в английский клуб будет возможен, если он пойдет на сокращение зарплаты. Ник Поуп получил повреждение в матче 14-го тура АПЛ с Манчестер Юнайтед, из-за чего был заменен на 86-й минуте встречи.
Витер Роке эмоционально попрощался с болельщиками паранаенse в своей последней домашней игре перед переходом в Барселону. 18-летний нападающий с трудом сдерживал слезы, выражая благодарность болельщикам, которые стали свидетелями его 21 гола и 9 результативных передач в 44 матчах за клуб. Ожидается, что игрок присоединится к Барсе в январе. И если Ла Лига даст зеленый свет на его регистрацию, он сможет дебютировать в первой команде уже совсем скоро. Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти планирует убедить клуб приобрести права на 29-летнего вратаря Кепу Аризабалагу, сообщает Релево. Сейчас голкипер выступает за клуб из столицы Испании на правах аренды из Челси. Сливочные взяли его у лондонцев из-за травмы основного кипера Тибо Куртуа. Нынешний контракт Аризабалаги с Челси рассчитан до июня 2025. Полузащитник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо все еще склоняется к уходу из клуба в зимнее трансферное окно, но также хочет подождать и посмотреть, что произойдет внутри клуба после смены владельца. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг. На данный момент в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны Ювентуса, Дортмундской Боруссии и клубов Саудовской Аравии. Контракт игрока с МЮ рассчитан до 2026 года. Сделка о признании вины с 18-24 месяцами дисквалификации. Это информация, которая просачивается из Англии в отношении судьбы Погба, который дисквалифицирован с 11 сентября из-за положительного результата теста на тестостерон. Таким образом, сделка о признании вины станет для француза способом уменьшить риски и ущерб. Ведь применение допинга фактически предусматривает 4-летнюю дисквалификацию, которую можно сократить вдвое, если удастся доказать, что применение не было преднамеренным. В рамках сделки о признании вины срок дисквалификации Поля Погба может быть сокращен не более чем на 50% от сформулированного антидопинговым прокурором. Об этом сообщает Tuttosport. Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Марселе. Игрок перестал быть постоянным футболистом основы в МЮ. Он думает о возможном уходе из коллектива. Во французском клубе полагают, что Варан станет реальным усилением.